Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать о медоносах, которые могут обеспечить межсезонье, поддерживающий взяток. Что я имею в виду? Вот у меня пасека стационарная, отцвела акация. Акация, я даже не знаю, сколько она. Ну, обычно хотя бы неделю цветет. В этом году просто несколько дней. И все. Вот за спиной там акация есть, но там даже нечего смотреть. Может, одна гронка где-то осталась, и все. И вот по селу вся акация, все, она буквально выгорела, там жара пошла и все. Но я сейчас о чем хочу рассказать. Вот каждый год я подсеваю, меняю участок, на два разделил и подсеваю фацелию. Эту фацелию я сеял еще зимой по последнему снегу. Вот. Погода, конечно, была странная, такая, что могло и не взойти. Но потом дожди вот эти пошли, и вот так она буйно зацвела. И вот эта фацелия, небольшой кусочек, скажем так, но как бы там ни было, пчелки хоть немножко себе находят здесь нектара. На подходе уже липа. Вот до липы что-то они себе как-то могут перебиться. Или тогда в противном случае уже в этом году убедились, наверное, все, что надо кормить. Другого выхода нет. Поэтому я вот предлагаю, что подсаживать, подсевать, где что только можно. Ну и пройдем. Фацелия, значит, что такой разнобой получился. Есть зеленые еще цветочки, совсем еще не раскрылись. А есть такие, которые вот уже практически доцветают. Есть уже практически отцвели. Там вот если посмотреть, вон там тот цветочек уже все, заканчивает цветение. Ну, я надеюсь, недели 2-3 еще она хорошо будет цвести. Как раз до липы, отлично. Это самое. Ну и пройдем сейчас дальше, покажу. Вот прошел дождик. До дождя стояла жара, хороший такой дождик прошел. И пчелки сразу пошли на облет. Здесь там вся пасека гудит, облетываются. Хорошая такая погода летняя. Ну, здесь я что хочу показать. Следующий медонос, который будет когда-то медоносом, это вот павловния. Это та павловния, которую я выращивал у себя на балконе. Там было видео, посев, от посева. И вот сейчас так вот она выглядит. Конечно, высадили мы ее, вот даже аж пожелтела листья, потому что холодно, холодно, холодно. Ну вот наконец-то сейчас она немножечко пошла в рост. Вот листики начинают уже открываться, те, которые, укоренилась уже. Одна, здесь вторая. Здесь вторая фацелия, павловния. Вот, вторая павловния. Здесь смысл в чем? Что, я уже говорил, что я планирую, когда сильная жара, то бывает такое, что рамки с медом свежеотстроенные обрываются. Поэтому вот это планирую так, чтобы здесь немножко создать тень. Там с той стороны есть тень, там вишни высоко уже, там хорошо. Где нуклеусы стоят, часть ульев, там хорошо. А здесь еще такая в жаркую погоду очень. Ну вот следующий медонос. Идем дальше. Значит, следующий отличный медонос — это огуречная трава. Вот он так. Но дело в том, что на день закрывается, раскрывается очень-очень рано утром. И рано утром пчелки здесь гудут. Вот так выглядят цветочки. Вот один не успел полностью закрыться. Утром очень красиво распускается. Очень красиво. Это жена здесь подсадила. Такой медонос. Вот медонос следующий. Значит, лафант тибетский называется. Белые цветочки такого цвета. И такая качалочка будет длинная-длинная. И здесь вот это практически с каждого отростка, с каждого росточка, побега пойдут такие качалочки. Ну, здесь, я не знаю, где-то через месяц, может быть, она зацветет. Вот это все лафант тибетский. Тоже отличный медонос. Ну, тут сколько тут медонос? Одной пчеле на один зуб. Но, тем не менее. Здесь что у нас есть? Вот здесь я тоже подсадил павловнию. Вот такая она еще маленькая. Но когда-то будет дерево и будет медонос. Так, следующий. Это я уже в предыдущих видео рассказывал. Значит, это двухлетняя трава. Такой бурьян, можно сказать. Синяк называется. Первый год вот он так выглядит. Вот это он первый год вот так вырастает. Вот он. Вот это первый год. А на второй год он дает вот такой
такую длинную веточку и боковые. И достаточно, ну не знаю, недели 3 цветет. Как раз вот в это время, опять же, он обеспечивает поддерживающий взяток. Наравне с фацелией. Очень хороший медонос. Следующий, чтобы я рекомендовал, пыльценос. Очень хороший пыльценос. Вот так вот выглядит. То же самое, мы его снимали, еще маленьким был. Рано утром пчелки собирают здесь пыльцу. И когда пыльцу они собирают, то эти цветочки потом опадают. И следующие. Очень долго цветет. Очень хороший пыльценос. Называется коровяк. То же самое растение двухлетнее. Первый год. Вот оно выглядит вот так. Можно посмотреть. Вот это первый год. Это бурьян тут. А вот это коровяк. Первый год так выглядит. А второй год вот так вот интересно выглядит. Вот такой пыльценос. Еще один медонос, который тут целый ряд я подсадил. Значит, называется аморфа. Вот молоденькие кустики сейчас только-только это в этом году пошли в рост. Вот так вот выглядит. Вот тоже очень хороший медонос и пыльценос. Вот. Ну и можно посмотреть с той стороны общий фон, что здесь действительно, вот сейчас подойдем пчелки, можно пчелки посмотреть, как отлично посещают цветочки. Ну вот видно, вот, здесь видно, вот, посещают эти цветочки и себе там капельку нектара находят. Ну на этом все. Подсаживайте различные пыльценосы, медоносы, где по неудобьям, где только можно. И хотя бы какой-то в межсезонье поддерживающий взяток уже пчелкам вашим будет. На этом все, пока.